Добрый день, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И сегодня мы с вами продолжим осваивать сеточку, нерегулярную сеточку, которую мы применяем для соединения элементов ирландского кружева. Я уже показывала сеточку рукава. В прошлом видеоуроке я вам показывала, как шить сеточку на рукавчике. Обратите внимание, здесь расстояние между элементами маленькое. Вот мы с вами разбирали, как зашивать сеточкой вот такое маленькое расстояние. Этот участок я выбрала. Это участок спины. Здесь расстояние между элементами, если вы обратите внимание, достаточно большое. И вот чтобы вам было понятно, как заполнять более такие вот обширные пространства сеточкой, мы сейчас с вами это более подробно разберем. Это участок спины. Что мы делаем в начале? Вначале нам нужно планшет вставить в середину нашего изделия. Вставили и выбираем участок прямой. Это прямой участок, это середина спинки. Вот это проходит у нас середина спинки. Это линия талии. Обязательно зафиксируйте все точки по линии середины спинки, по линии низа. Вот если видно, это линия низа. Все точки должны быть зафиксированы. Линию талии зафиксировали. Это выточки. Тоже зафиксируем. Выкладываем прямой участок. Это у нас линия бедра. До линии бедра у нас вроде как выточка вот так открывается, здесь немножко открывается выточка, все это выкладывается ровненько. Дальше за линией бедра у нас получается уже тут дальше ровно не выложится. Ну, нам и не надо, потому что у нас планшетик маленький, да, вот такой. И мы на этом планшетике работаем, выбираем вот так вот участочек, на котором мы хотим работать. Вот за одно натяжение, вот я натянула, закрепила все элементы. И вот за одно натяжение я прорабатываю, ну, как бы такой приличный кусочек спины. Вот уже эти участочки проработаны. Итак, мы с вами начнем сейчас заполнять сеточкой вот эти вот большие участки. С чего я начала? Смотрите, с чего я начала. Я начала с закрепления вот в этот цветочек. В этот цветочек мы закрепили ниточку, подвели ее к соседнему элементу, закрепили за пико, сделали несколько витков и проложили вот такие вот длинные стежки. Просто длинные стежки, которые вы прокладываете на таком участке, который вы хотите зашить. Вот мы выбрали участок между этими элементами. Вы можете выбрать участок дальше, проложить стежки сюда, куда вам нравится. И теперь мы будем с вами возвращаться обратно. Сейчас мы будем возвращаться обратно. Вот просто хочу объяснить принцип. Принцип: у нас по центру идет вот эта вот линия, вот эта вот ломаная ниточка, линия. И теперь мы все время работаем вокруг нее. Мы все время работаем вокруг нее, и мы все время возвращаемся к этой ниточке. Вот она у нас идет. Мы ее обвиваем. Обвили от перекресточка, несколько участочков обвили. Обвили. Делаем прикреп. Делаем прикреп к цветочку, где нам нравится. И от этой вот линии середины мы будем с вами образовывать все ячейки. Обвиваем, образовываем ячейку. Булавочки старайтесь утопить поглубже, чтобы они вам не мешали. Обвиваем. Вот смотрите, обвиваем. Еще разочек обвиваем. Обвиваем, закрепляемся сюда. Вот вы будете просто идти обратно по вот этой линии, которую вы отметили большими стежками. Вот этими большими стежками вы ее сделали, себе линию наметили. Теперь вы все время будете к ней возвращаться. Вы будете ее использовать как направляющую такую какую-то
в своей работе. Давайте мы сейчас с вами сделаем покрупнее, чтобы было дальше хорошо видно. Вот, добираемся до какой-нибудь серединки, вот, закрепляем сюда. Стараемся ячеечки делать такими, чтобы они были приблизительно равновеликими, чтобы все были красивые, одинаковые, гармоничные. Но это не получится, потому что в любом случае вы где-то больше сделаете их, где-то меньше. Сеточка нерегулярная, поэтому так вот и работаем. Вот, смотрите, вот опять мы с вами сделали здесь 2 ячеечки, сделали здесь 1 ячеечку. Опять мы обвиваем вот эту ниточку и доходим до участка, который вот у нас серединная линия идет. Ой. Обвиваем. Сюда хотите? Не хотите? Я хочу. Давайте вот сюда еще сделаем. Вот густоту сеточки вы определяете так, как вам нравится для вашего, на ваш вкус. Нравится погуще, делаем сеточку погуще. Нравится пореже, делаем пореже. Вот, еще 1 ячеечку сделали. Все, вот добрались опять. Дальше, вот опять мы добрались до серединной вот этой нашей линии, которую мы проложили. Делаем по ней несколько виточков. 1, 2. Теперь давайте проработаем несколько ячеек в другую сторону от этой линии. Да, проработаем вот сюда. Проработаем в эту сторону ячеечки. Опять возвращаемся, зацепились и возвращаемся к этой... Ой, узел получился. Ой, узел получился. Узел у нас не должен получаться. Так, должен получаться обвитие. Вот зацепились, теперь мы будем возвращаться назад к этой линии по пути, делая ячеечки. Возвращаясь к серединной линии, будем делать 1-2 ячеечки в зависимости от того, какое у нас тут нарисовалось расстояние. Вот здесь 1 ячеечку можно сделать. Да. Так, 1, 2. Обвиваем эту ячеечку. 1. Все, вернулись к серединной линии. Опять делаем несколько виточков по серединной линии. 1, 2. И прорабатываем в другую сторону ячеечки. Вот в эту, да. Обвиваем. И делаем. Если где-то как-то не так вам ложится, как нравится, используйте булавочки, фиксируйте ниточку. Вот. И делаем ячеечки. Делаем ячеечки. Возвращаемся назад к серединной линии и по пути делаем ячеечки во все места, которые нам кажутся должны быть ячеечками. Да, вот еще в эту
часть поддеваем ниточку, делаем ячеечку. Сделали ячеечку, обвили. Возвращаемся к серединке. Вот смотрите, мы опять вышли к серединке нашей основной ниточки, которую мы проложили по центру, да, по которой мы теперь возвращаемся. Вот опять мы к ней вышли. Опять мы по ней делаем пару стежочков по нашей центральной линии и определяемся, куда мы снова с вами хотим закрепиться. Вот еще один стежочек, и давайте вот в это пико закрепимся. Нужно. Или знаете как, давайте мы уже доберемся вот до этого участка. Вот что-то мне уже не нравится, здесь слишком маленькое расстояние. Давайте мы уже пойдем дальше. Давайте вот до этого участка доберемся. Вот уже до следующего пролета. Вот добрались до следующего пролета. Давайте уже от него будем закреплять. Вот, добрались до следующего пролета. Вот так уже мне больше нравится. Давайте будем уже от этого пролета цепляться. Цепляемся от него. Вбиваем. Вбиваем. Поправляем, подтягиваем. Вот за этот участочек зацепились. Вот, смотрите, мы уже с вами один пролетик отшили. Мы уже даже не вспомним, где он, этот пролетик был. Вот возвращаемся, следующий пролетик шьем. Так. Возвращаемся. Опять возвращаемся к нашей серединке. Вот теперь уже вот этот пролетик у нас серединка. Возвращаемся опять к этой серединке. И вот так вы будете шить. Вот вы проложили длинные стежки, проложили куда вам хочется. И теперь вы возвращаетесь, все время возвращаетесь к этой центральной линии. Вы идете назад по этим стежкам и возвращаетесь к ним постоянно. Вот опять мы к этой серединке вернулись. Снова по средней линии делаем несколько стежков. Да, примеряем, где нам нравится, цепляемся к этому цветочку. Цепляться старайтесь за 2 ниточки. Цепляемся за 2 ниточки. Ну, можно за 3, там как попадет под иголку. Вот, возвращаемся назад. Здесь маленькие, здесь больше нам не надо никакой ячеечки. Да. Опять мы вернулись к средней линии. Опять делаем по ней несколько стежочков. По ней несколько стежочков делаем. И определяемся со следующей линией прикрепа. Ну, давайте вот в это пико, в следующее уже будем прикрепляться. Определяемся с линией прикрепа. Обвиваем. 1, 2. Так. Натяжку подтягивайте как-то так вот по своему настроению. Вот здесь или сюда, вот куда-то, да, куда-то надо прикрепиться. Может быть и туда, и туда. Продолжаем заполнять пространство ячеечками, да. Выбираем место. Заводим иголочку, делаем несколько стежочков. И продолжаем потихонечку
зашивать. Ой, ниточка, ниточка. Это что такое? Так, ниточка. Количество витков вокруг ниточки делайте произвольное, такое, которое вам нравится, чтобы брида получилась хорошо заполненной. Давайте я вам в прошлом видео я рассказывала, давайте сейчас тоже коротко повторю вам о том, какие я вижу достоинства вшитой сеточки. Первое достоинство, что она намного проще в исполнении всем новичкам. Вязать сеточку намного сложнее, чем шить. Я пробовала, у меня не получилось. Вот, решила попробовать шить. С шитьем справилась за несколько дней. Второе достоинство. Планшет мы не крутим. Вы видите, вот планшет у меня находится на одном и том же месте. Я могу и спокойно снимать, и говорить с вами. Вот мы с вами опять добрались до серединки, вот до вот этой линии, которая у нас центральная идет. Вот мы опять здесь зашили, возвратились к серединке. А теперь от нее будем в эту сторону искать, где бы нам что-то, да, сюда, давайте вот сюда, не очень далеко. Значит, первое достоинство – простота, проще исполнять. Знаете, еще какое-то достоинство я для себя определила. Мне уже как бы возраст, мне 47 лет, и уже зрение +1. Вот очки одевать еще не хочется, потому что, ну, видишь, еще более-менее как бы нормально. +1. +1. Вот если взять ниточку Канарис, она очень тонкая, я ее себе купила. Вот с ней работать уже нужно надевать очки, уже тяжело. А вот шить сеточку, я вам серьезно говорю, у кого такое вот не сильно просевшее зрение, там +1, как у меня, вы спокойно будете справляться с этой работой без очков. Вот такое вот еще достоинство я для себя вывела. Проще, меньше напрягается зрение, не крутим планшет. Так, закрепляем сюда. Видите, и вот получается мы с вами как бы вот от центральной линии формируем ряды. Вот сюда сформировали ряд, возвращаемся назад, делаем несколько ячеек, сколько вот нам нужно, чтобы сеточка была достаточно красивой, заполнила все наше пространство. Недостатки шитой сеточки: она не распускается. Если вы сделали где-то ошибку, где-то какой-то участок вам не очень нравится, вы ее не распустите. Ее нужно только вырезать потом ножничками, аккуратненько выпарывать. А еще одно достоинство, вот я использую те же самые нитки. Вот те же нитки, которыми я вязала элементы, теми же нитками. Вот мы опять снова добрались до середины. Видите, вот добрались до серединки и снова делаем несколько витков по средней линии. Давайте еще один. Вот, и зашиваем что-нибудь здесь, куда нам хочется. Давайте аж так вот давайте вот в это пеку. Вы знаете, вот можно, допустим, не возвращаться вот сюда назад, можно сразу же зашить, например, вот сюда уголочек. Вот этот уголочек не возвращаемся, а зашьем вот этот уголочек. То есть рисунок сеточки от этого будет только интереснее. Мы создаем нерегулярную сеточку, значит, вот создаем такие соты, которые
Вот теперь у нас получается, вот мы решили зашивать вот этот уголочек, да, вот сюда прикрепим ниточку, зашьем уголочек. Вы не бойтесь, вы не потеряетесь. Вы всегда будете видеть, где у вас остались вот пустые ниточки, вы по ним возвращаетесь. Вот вернулись к пустой ниточке, обмотали ее, да, обмотали пустую ниточку, прикрепились, мешает, прикрепились к какому-нибудь участочку. Да, прикрепляемся с изнаночки, стараемся лицевые петли, которые там выходят на лицо, старайтесь их не зацеплять, чтобы там рисунок снаружи, с лица оставался красивым. Вот. Обвиваем, возвращаемся. Вот опять вернулись к одинарной. Обвиваем, обвиваем. Вот. Еще вот это пико зацепим. Зацепили пико, обвили пико, обвили пико разочек, идем назад. Вот это булавочки, которые мешают, можете убирать, которыми уже зафиксировала. Она была талия здесь у меня, да. Вот, идем. Видите, это просто творчество. Вот вы каждый раз вот идете. Вот теперь мы возвращаемся сюда назад, да. По пути назад делаем ячеечки. По пути назад у нас вот получается сеточка из ячеечек. Вот. Ячеечки. Опять несколько виточков вокруг пустой ниточки. И вот в это пико тоже сделаем. В это пико сделаем. И вот так постепенно зашиваются большие участки. Если участок будет еще больше, вот здесь, видите, здесь расстояние сантиметра 3. Да, здесь меньше, здесь вообще где-то 2,5, а здесь где-то 3,5. Линейки под рукой нету. Вот. Их зашиваем уже вот как бы больше тут. Нужно морочить голову с сеточкой. Но тем не менее это все выполнимо, все это делается. Да, теперь вот в эту часть закрепимся. Вот мы так вот прошли здесь, да, и возвращаемся опять вот к нашей центральной ниточке. К нашей центральной ниточке. Возвращаемся всегда к центральной ниточке. Может быть, она у нас не сильно похожа на соты. Зато она делается легко, без напрягов. Вот сейчас мы с вами решаем, что мы хотим. Делать сюда ряд, как вы думаете? Делать сюда ряд и возвращаться здесь? Или уже можно зашить вот эту вот часть? Вот уже решаем. Да, давайте зашьем уже вот эту часть. И тогда пойдем уже заниматься следующей частью, которая будет у нас с той стороны. Прикрепляемся здесь. Делаем несколько виточков. Делаем несколько виточков. Так, вот сюда закрепимся. Закрепились, обвили, обвиваем еще разочек,
сюда, сюда. Вот давайте, наверное, вот сюда, вот в серединку. Вот такая у нас получится ячеечка. Закрепили, обвиваем. Процесс простой, несложный. Единственное, что вам нужно научиться, это вот просто как придумывать сходу нужно рисунок сеточки. Я, ну вот вам скажу, я не претендую на то, что у меня сеточка прям идеальная, красивая. Я считаю, что мне еще очень далеко до совершенства. Но вот каждый раз, делая следующее изделие, мы всегда будем это делать немножечко лучше, чем на предыдущем. Невозможно научиться до тех пор, пока вы не начнете это делать руками. Получается первый раз как-то, получается второй раз будет лучше. Блин, комом. Вот все, вот я вернулась к этой вот серединке, да, к серединке, где у нас серединка. Вернулись к средней линии. Теперь давайте пойдем вот здесь организовывать ряды. Вот видите, мы здесь работали, здесь серединка, сделали здесь ряд, а теперь вышли к этой серединке, будем здесь ряды делать, заполнять. Вот. Делаем подтяжечку сюда, несколько виточков, один, два, три, несколько виточков и закрепляемся здесь. Так постепенно будем заполнять большое пространство. Давайте мы с вами еще немножечко пошьем. Вот я думаю, что принцип вам будет понятен. Ну, кому уже понятно, можете выключать. Нового ничего я не скажу, наверное. Вот. Просто старайтесь ниточку держать в натяжении, старайтесь, чтобы сеточка как бы вот получалась равномерно натянутая во все стороны. Так, вот здесь к цветочку, прикрепимся, вот здесь. И не бойтесь, можете взять какое-то небольшое изделие, можно взять на воротничке потренироваться. Ну, я ж как бы человек, хоть и начинающий, но с амбициями. Я хочу платье. Я сразу же первое, что делала, платье шила сеточкой. Теперь вот блузочку решила соорудить. Вот, да, вот опять мы с вами выбрались к нашей центральной нити, которую мы проложили зигзагами. И опять мы вот от нее придумываем, где мы хотим ее видеть следующую. Давайте вот так вот. Продеваем за пару ниточек. Продеваем. Да, не будем туда пока идти. Давайте здесь зашьем. И вот постоянно придумывайте, где хочу ячеечку, куда хочется, туда и идем. Вот получается у нас вот такая вот нерегулярная шитая сеточка. Нерегулярная шитая сеточка, да? Вот возвращаемся назад к нашей центральной линии по пути делая ячеечки. Вот. Сюда
Еще один виточек, и еще вот сюда ячеечку. Вот, смотрите, получается. Ну, может быть, у меня не получается шестигранники правильные, ну, где-то так, пятигранники, ну, кое-где четырехгранники. Ну, что-то нитка попала. Вот видите, постепенно, не спеша, у вас все это вот закроется, зашьется. И вообще, знаете, я шить больше люблю. Я крестиком вышиваю. Поэтому для меня вот иголка, она в руках более комфортно даже лежит. Вот. Так, обвили. Опять вот вы никогда не потеряетесь. Проложили вот эту линию, да, и вот мы от нее танцуем. Вот мы проложили рядочек, вернулись опять к этой линии. Вернулись к этой линии и опять от нее пытаемся что-то где-то прикрепить. Вот давайте сделаем вот так вот к листочку. Вот сюда прикрепимся. Ой. К листочку вот сюда прикрепимся. Пару виточков. И вот здесь зацепимся. Тоже что вторую часть лепестка держать рядышком. Один, два. Вот если маленькие пролетики, там бывает даже иногда достаточно одного виточка сделать. Вот пойдем назад, идем назад, добрались снова до серединки, снова серединку. А вот смотрите, вот теперь у нас осталось как бы пространство маленькое. Мы перекалываем булавочку, чтобы не мешало. Подцепляемся вот под это пико. И теперь вот делаем пару виточков. Сразу же, вот как только закрепились куда-то, сразу же пару виточков сделали. Потом уже следующий какой-то, следующую закрепочку делаем. Вот, еще и сюда хочу, да, мне как-то там дырка большая кажется. Ниточки. Почему натяжки надо ниточку держать? Она путается, если ее не натягивать. Вот вы ее удерживаете. Вообще. И вот смотрите, теперь у нас вот этот участок уже, мы будем возвращаться к серединке. Уже тут этот ряд мы делаем его на две стороны. Теперь получается вот от этой линии мы будем делать ячейки одну сюда, одну сюда, одну сюда, одну сюда. Вот. Делаем одну ячейку, наверное, сначала вот в эту сторону сделаем. Вот. Так, слишком далеко. Сделали ячейку к листику. Теперь обвиваем ниточку, делаем ячейку в другую сторону. Да, вот сюда сделаем ячейку. Вот, сделали ячейку в эту сторону. И так по очереди сделаем ячеечки. Делаем ячеечки в обе стороны. Вот такой нехитрый процесс, совершенно нехитрый. Девочки, я вас уверяю, вы очень, кто хочет это все освоить, это все очень быстро, легко освоится. И вот смотрите, вот у нас такой с вами большой кусок, вот мы этот кусочек с вами уже зашили. Вот и ничего страшного, все вот как бы организовались какие-то соты. Получилась какая-то решеточка, какой-то рисуночек.
Вот потихонечку продвигаемся вдоль центральной линии, которую мы разметили. Ну да, вот уже мы возвращаемся, вот всю линию мы эту уже всю зашили. И возвращаемся уже к ее началу. Вот еще сюда нужно. Вот, смотрите. И у нас уже все пространство заполнено сеточкой, который вот большой-большой вроде как кусочек был. Мы с вами и здесь подшили, и здесь подшили. Вот потихонечку, потихонечку возвращаемся. Возвращаемся к серединке. По пути добавляем ячеечки. По пути добавляем ячеечки и продвигаемся. И продвигаемся. Ну, надеюсь, вам принцип понятен. Дальше я не буду снимать, потому что это очень-очень-очень долго, да. Все это очень долго. Вот смотрите, ниточка, когда раскручивается, берете вот так иголкой ее закручиваете. Ну, потому что шитье. Кто шил, знает, что если нитка сильно крученная, она потом от вращения иголки разматывается. Разматывается ниточка. Ну, еще сюда вот закрепимся. В общем, остановиться невозможно. Вот шьешь и шьешь. Вот заправила нитку и пошла. Вот если сядете вот этим заниматься, все. Пропал муж, пропали дети. Потому что пока шьется, вот серьезно, глаза вообще не напрягаются. Вот если вязать крючком нужно, ну очень там все, особенно очень тонкой ниткой, нужно попадать, то шить, ну с +1 у меня вообще не напрягается зрение. Все комфортно, все хорошо получается. Вот потихонечку идем и идем и идем потихонечку. В общем, я дальше не буду показывать. Дальше остальные участочки, которые у нас тут дальше идут, вы выполняете аналогичным образом. Я думаю, что теперь, ну, как бы все понятно. Если здесь не сильно понятно, смотрите другое видео, на котором я на рукаве делала сеточку. В общем, думаю, из этих двух видео вы для себя почерпнете что-то полезное для шитья сеточки. Вот, а я с вами прощаюсь. С вами была Людмила Вдовиченко. Творческих вам успехов. Желаю вам удачи.